В этом видео вы увидите, как прошить смартфон Kyocera модель E6560. Всем привет, вы на канале Device, и давайте приступим. Перед прошивкой всегда настаиваю и рекомендую делать бэкап. Делаю бэкап я в данном случае с помощью Recovery. Прошивку я делаю, потому что это телефон с Америки, у него нет русского языка. Его можно частично русифицировать без прошивки, но я хочу полную версию прошивки. Есть их несколько версий. Все они кастомные, официальных прошивок на данную модель телефона нету. Поэтому будем ставить кастомную прошивку. Как это будет происходить, и вы увидите дальше. Видим, что я сделал резервную копию. Все, перезагружаем наше устройство и будем продолжать дальше. Не забываем скидывать всю свою важную информацию на флешку или на компьютер, потому что бэкап бывает разный. Бэкап бывает системных файлов, бэкап бывает всего телефона, то есть и ваших файлов, галереи, смс, звонков и тому подобное. А бывает бэкап только основных, потому что в случае неудачной прошивки, чтобы была возможность установить родную прошивку. Так, для того, чтобы прошить данную модель телефона, нам нужно включить откладку по USB. Для того, чтобы включить откладку по USB, нам нужно включить параметр телефона, который называется «Для разработчиков». Заходим в настройки. У меня параметр для разработчика уже включен. Вот он, Developer Options. Заходим в About Phone, информация о телефоне. И здесь номер сборки нам нужно несколько раз нажимать, чтобы стать разработчиком. Мне выбивает, вы видите, пишет, что вы уже есть разработчиком. Все, выходим назад, заходим в функцию для разработчиков, и здесь включена наша откладка по USB. Все, приступаем к прошивке. Заходим на сайт 4pda.ru. Также нужно будет установить из шапки темы утилиту Fastboot, драйвер для телефона, соответствующий вашей операционной системе 32 бита или 64, и универсал ADB драйвер. Как мы видим, на сайте есть несколько версий прошивок и для разных телефонных аппаратов. Есть для E6560 и также есть для E6762. В данном случае у меня на прошивке телефон E6560. Видим, для него есть несколько версий прошивок. Также русские есть. Это от Резниченко. Далее прошивка сборка LMY47V. И от Резниченко до переведенные. Я буду использовать именно эту версию прошивки от Резниченко до переведенной. Переходим по ссылке. И здесь надпись «Качаем тут». Нажимая на нее, мы попадаем на обменник для загрузки. Качаем его. Он у меня уже скачанный. Это будет архив Final Rus. Разархивируем его. Видим, у меня разархивированная папка.
Открываем папку, видим здесь разные файлы. Нам нужно запустить файл firmware 5.1.1.bat. Но этот файл нужно запустить с подключенным телефоном к компьютеру и с включенной откладкой USB. И дальше прошивка устанавливается в наш телефон. Нам остается только ждать. В конце прошивки вы увидите надпись «Нажмите на любую клавишу». Телефон перезапустится и будет загружаться уже новая прошивка. Сейчас на своих экранах вы видите первый запуск телефона. Хочу вас предупредить, если вы сомневаетесь в своих силах, будет лучше, если вы отдадите это специалистам. Напоминаю, что все действия, которые вы увидели в этом видео, вы делаете на свой страх и риск. Все, надеюсь, это видео вам поможет. Всем спасибо за просмотр. Поддержите мой канал, подпишитесь на него, поставьте лайк. Всем спасибо. До свидания.